Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 августа. Давайте узнаем, чего ждать, что прояснится. И правда, я предполагаю, что некоторые вопросы постепенно, как и жизнь наша, набирает к середине месяца ритм, темп, так и вопросы какие-то могут проясниться. Это связано с Меркурием, который с конца июля уже в обратном движении. Мы знаем, что это некоторые вопросы становятся на паузу или вовремя не приходят, кстати, какие-то платежи. Барахлят электронные системы, в том числе и взаиморасчета. Телефон молчит, никто не откликается, может быть и так. Или какие-то важные бумаги, документы. Тут тоже что-то может становиться на паузу. Будем реалистами, но уже звездное расписание нам обещает к середине месяца темп постепенно набирает жизнь, и к концу месяца и того быстрее может стать. Но те вопросы, которые долгое время как будто провисали, постепенно мы тоже можем либо прояснить, либо решить окончательно. Итак, давайте узнаем, что же прояснится. Что уйдет, может быть, за этот период, а что придет взамен. И мы достанем 3 карты, не будем задавать вопросы, просто это будут как знаки судьбы, потоковая информация. Чему уделить внимание, что для вас будет важно, что учесть, может быть, и так. Или по сферам жизни. Первый знак судьбы, второй знак судьбы и третий знак судьбы. Достанем карту совет, давайте будем узнавать, что же там прояснится. Ну вот какая-то задвоенная ситуация или когда ничего не происходит, вот все то, что я говорила. Девушка наша смотрит в окно, она наблюдает. Может быть, какое-то время вы вынуждены были за чем-то наблюдать или ждали какой-то ответной реакции, но, по крайней мере, какой-то стоп, он заканчивается. Ритм действительно уже есть возможность набрать как минимум. Или какой-то вопрос. Знаете, есть еще такое значение по двойке жезлов, когда мы строим планы на будущее. Да, в окно девушка смотрит, но и это наше решение, что мы не хотим уже что-то продолжать. Или за это время у нас было, опять же, то самое время, чтобы подумать и с каким-то вопросом внутренне, по крайней мере, разобраться, чего это касается. Вот это финансовая, скорее всего, какая-то история, хотя иногда девятка чаш трактуется как, я и говорю об этом, карта эгоиста, когда у меня сейчас все хорошо и ничего я не буду менять. Может быть, это нам приходится, вам, мои дорогие, пересматривать какую-то стратегию, тактику, потому что тут у нас как раз идут перемены. И даже планетарно, астрологически для вас, для вашего знака зодиака, перестроить как-то новые рельсы, систему ваших доходов и расходов. Или, может быть, для кого-то это смена работы, дополнительный заработок. Для кого-то банально. Может быть, не владеете вы, ну вот как всевозможные вот эти электронные системы расчетов. Меня смотрят разные люди из разных стран и в разном возрасте. Кто-то действительно, может быть, вы понимаете, да, вот как вот это работает приложение, я не знаю, мне надо в этом разобраться. И если вчера это еще как-то тут я по наитию этим пользовался или пользовалась, но вот в каких-то деталях мне тут надо себя обезопасить. Вот конкретно вы будете заниматься тем, что как это работает, чтобы себе чего-то со знаком минус не создать. Вот есть, когда хочется и есть что сохранить, но и в то же время уже понимание, жизнь идет вперед, и мне нужно себя как-то перестроить. Что это еще? Рыцарь Пентаклей об этом и говорит, все то, что я сказала. И ведь это марафонский забег лет на 10-20. Окончательное, может быть, для вас осознание того, что что-то будет меняться. Может быть, это вы понимаете, что даже для людей, которые всем владеют, что происходит что-то в жизни, в обстоятельствах вокруг нас, и то, что мы вчера еще, ну пусть не вчера, пусть какой-то отдаленный период жизни, который мы прошли,
И если мы прежде раньше себе говорили: "Нет, такого не может быть", или "Тут я свою уверенность строю планомерно, вот так вот", да, вот тут тоже какие-то метаморфозы произошли. Произошел какой-то стоп или остановка даже в тех делах, которые вы не считали, что там вообще что-то приостановиться может. Вы можете даже банально просто быть в отпуске вот для тех, кто смотрит меня, да, для людей, которые работающие. И постепенно, значит, вы будете выходить из этого состояния. Но я должна сказать, что прояснится. То даже если что-то проясняется, то вам во благо. А если это касается финансов, все-таки две, по сути дела, финансовые карты. Вы за что-то себя благодарите. Вот, наверное, по первой карте двойка жезлов, когда я говорила, мы наблюдаем. Это наблюдение или период наблюдения, он совершенно необходим. Ну, потому что, чтобы дров не наломать, ошибок каких-то не завершить. Медленно, но верно. Уверенно. И по рыцарю Пентаклей проходит вот тот марафонский забег, когда мы отстраиваем новую концепцию. Хотя я должна сказать, когда эта карта выпадает в моих раскладах, ну, может быть, кому-то это важно услышать. И если перед вами стоит, допустим, такая задача по финансам, вам нужно совершить какой-то платеж, или у вас патовая ситуация с деньгами. В вашем окружении есть тот человек, который придет на помощь. Но это и вам нужно первые шаги по тому действию, чтобы найти именно эту персону. Ведь не всегда это могут оказаться те люди, на которых мы рассчитывали. Тут как раз могут быть те, на кого мы и не рассчитывали, а они нам приходят на помощь. Вот для кого-то и так проиграется. Но то, что финансовую тему решить, закрыть какой-то вопрос вы можете, это однозначно. Что уйдет? И пусть уходит, правда, по этой карте. Это, знаете, те сильные переживания или сгусток боли, который был когда-то. Девушка, которая изображена на карте, она буквально кричит от боли. Может быть, вот этот период сложный какой-то, да? И ведь эта карта всегда прошлого. Просто эта колода, она очень хорошо, наглядно демонстрирует, что же это. Это какая-то минусовая ситуация, в которой мы оказались, может быть, потому что мы на что-то надеялись или на кого-то надеялись. Может быть, и с нами поступили как-то некрасиво. Иногда это как предательство. Или неожиданные действия со стороны других лиц. Или наоборот, бездействие, мои дорогие. Но теперь уже по этой карте мы приобрели вот тот необходимый, отрицательный, к сожалению, опыт, когда мы смотрим отстраненно. И то, что болело вчера, оно уже не болит. Отгорело, отболело. И вот это сердце, оно тоже уже не болит вот так остро, но шрамы, они останутся. Заштопанное сердце нам буквально показывают. Но шрамы ты никуда не денешь. И вот этот опыт печальный, он будет нам периодически напоминать о том, куда нам не надо идти или как нам не нужно действовать. То есть, ну, зачем-то он был вам нужен, мои дорогие. Но вот острота момента, она, конечно, уйдет. Что придет взамен? А, видимо, опыт был совершенно необходим, потому что по пятерке жезлов вы еще и наперед взамен будете, ну, где-то подобное дежавю получать, будьте к этому готовы. Здесь могут быть по пятерке жезлов, это всегда какой-то хаос или какая-то неразбериха, путаница. Она еще какое-то время будет продолжаться. И это будет связано, первое, вот с такой разношерстной информацией, когда доверяй, но проверяй. Ну и второй момент, это вы столкнетесь еще не раз с теми людьми, которые, с одной стороны, могут что-то обещать, а потом не выполнять. Или вы просто столкнетесь с теми людьми, которые, ну, словно идут и сами не знают куда, или сами не знают, чего хотят. Да, это могут быть и люди, на которых и не положиться, и не ответственности не потребуешь, но это может быть какая-то незрелость еще тоже. Вот что-то и новое нам придется изучать и как-то искать новые методы взаимодействия с людьми, ну и где-то оставлять для себя запасной аэродром обязательно, потому что по пятерке жезлов мы тут не знаем, как еще сложатся обстоятельства. Это какие-то неопределенности нас еще тоже ожидают. Поэтому
Прежде чем мы выстроим какую-то концепцию, нам не отказываться от чего-то, понимаете, а именно изучать, находить дополнительную информацию. Или вам самим предстоит научиться отделять зерна от плевел. Ладно, а вот как будто путь, посмотрите, знаки судьбы. Шикарная карта, а я ее очень люблю, потому что это карта заслуженного успеха. И вы люди сильные. Но вот здесь надо приложить еще некоторый мыслительный процесс, интеллектуальный, чем мы будем заниматься. Карта подразумевает, что мы неизбежно отплываем от какого-то прежнего берега. И несут вот эту лодочку, на которой девушка находится, вороны. И в этой колоде карт вороны – символ мудрости. Благодаря вашей мудрости вы, скорее всего, это как знак судьбы, мои дорогие козероги, уже видите, что что-то нет смысла продолжать. Ведь девушка отплыла от безжизненного берега, там, где ничего не растет. Там уже какая-то ситуация есть знакома. Там не раскрыть свои таланты. Часто эта карта свидетельствует о работе или о изучении чего-то нового. Это могут быть языки, это может быть вообще какая-то деятельность, которая в совершенно в другом направлении. И проходит пространство, эфир, интернет. Поэтому иногда эта карта говорит о том, что мы пытаемся или есть интерес работать на самого себя или работать посредством интернет. Для кого-то эта карта будет символизировать из любой точки мира работать или конкретно какую-то поездку совершить. Но мы уже не сидим словно на прежнем старом берегу, а мы идем вперед. Какое-то ожидание, путаница, у вас заканчивается. Карта будет говорить также, что и знание – сила, поэтому мы чему-то на нашем жизненном пути нам еще придется, как и сталкиваться с новыми людьми, сталкиваться с неожиданностями. Ну вот, наверное, этот путь к успеху. Вы, ваш знак зодиака – это путь вперед, путь наверх. Да, видимо, совершенно был необходим какой-то жизненный опыт. Он нас научил быть осторожнее. Первое и второе – не быть вот такому безапелляционному. Не думать, что какие-то наши убеждения, они на 1000% верны. Наверное, жизнь научила скорее тут подстраиваться, адаптироваться, мои дорогие. И карта просто об этом напоминает. Тебе отсюда только вперед, Козерог. Может быть, для кого-то совершенно необходимо, кстати. И ведь это победа, но это та победа, которая через какое-то время будет. Но выбрать вот это направление, как будто новое, совершенно необходимо. Вам нужно учесть вот то, что меняется в нашем мире, меняется в обстоятельствах. Это для вас как воздух, мои дорогие козероги, знак такой. Второй знак судьбы. Да, может быть, после того, как вы определились, вы будете настойчиво что-то изучать или работать над каким-то проектом, но все же 10 дней не такой большой срок, и у кого-то просто финансовая ситуация, опять же, одна из лучших карт колоды на деньги, на работу, восьмерка пентаклей. Это сам по себе или приход денег, или когда ваше дело, может быть, и творчество, оно с какими-то новыми дополнениями, или когда вы тоже что-то реструктурируете, потом вам придется целенаправленно этим вопросом заниматься, причем так терпеливо, ведь эта карта еще и рутины тоже, хотим мы или нет, но настойчивость, вот в данном случае ваше шикарное качество. Не у каждого из нас хватает этой самой настойчивости, и часто мы сдаемся за 5 минут до победы. Вот тут нужно соединить как новое направление и вашу настойчивость. Вот такие два знака судьбы. Третий знак судьбы. Ну, наверное, потому что по 13-му аркану карта перерождения, надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, а это про новое направление. Нам вот эта путеводная звезда. Какой-то путь, опять же. Но мы говорили, нужно или работу проделать. Вам с чем-то изначально нужно определиться, куда вы свой корабль жизни направляете. Вы можете прочувствовать эти энергии очень остро именно в эту вторую декаду августа, потому что вам самим уже словно надоело сидеть возле этого окна и наблюдать. Да, пронаблюдать и что-то свое переосмыслить тоже время совершенно необходимое. Может быть, за этот период вы и сделали какие-то важные выводы и отпускаете какую-то болезненную ситуацию. И она уже над вами не господствует. Это здорово. И мы идем вперед. Какие-то минусы, они вас просто научили. И теперь они вас не ранят. Вот, наверное, перерождение, поэтому вам выпадает
аркан трансформации или возрождения где-то это тоже. Это как новое «я». Это планы на будущее, причем такие далекие планы по 13-му аркану. Да, тут как шестерка мечей, это не буквально завтра приходит этот успех, но, безусловно, вы благодаря вашей силе, настойчивости, умениям или правильному приложению ваших талантов, хочется сказать так, вы и добиваетесь вот этого самого успеха. Но будьте готовы к тому, все же это старший аркан, вы услышите некоторые новости, которые могут отчасти и обескуражить, потому что это что-то завершается. Это для вас может означать совершенно какой-то иной путь. Это может быть как информация, но тогда не нужно как будто застревать в ней, а быстро перекладывать на себя и на свои собственные задачи и задавать себе вопрос, как это мне может помочь. Вот именно помочь. Потому что я тут больше вижу у вас какой-то прогресс, мои дорогие. Конечно, мы все разные. Вверху у нас пятерка жезлов, и я говорила, информационный хаос, какая-то путаница, ненадежные люди. И поэтому, может быть, 13-й аркан отчасти говорит, что ты можешь и подзастрять, опять же, если ты, ну, кому-то чересчур либо доверишься, либо себе, допустим, да, себе нужно доверять, но не утрачивать связь с реальностью. Мы ведь тоже можем себе поставить какие-то догмы, опять же, или рамки, и мы даже не замечаем, мы уверены, это не только ваш знак зодиака, это всех нас касается, что нам кажется вот так вот правильно, а вот по-другому нет. А тут мы с вами живем в эпоху перемен, и жизнь диктует свое. Поэтому с учетом 13-го аркана тут такие противоречивые могут быть новости. Или то, что нас, ну, на первый момент ставит в тупик. А тем не менее, это реальность, и вам отсюда только вперед. Тройка пентаклей – это карта сдачи экзамена, мои дорогие. Вот у кого-то жизненный экзамен, может быть, у кого-то из вас это экзамен конкретно. Вы получаете документ, сертификат, или вы будете стремиться к таковому. Для кого-то, кстати, может проиграться как необходимость получить права водительские. Вот я такое тоже могу допустить. И вы надумаете идти на обучение. И конечный итог – это чтобы сдать экзамены и получить эти права. Тогда самое время. Потому что вам как будто карта, кстати, если мы говорим знаки судьбы, будь мобильный. Вот, кстати, мои дорогие козероги, для кого-то из вас это подсказка. Может быть, для кого-то такая же подсказка. Будь осторожен и на дороге, и будь внимателен. Ну, может быть, как проверить свое транспортное средство, да? Нам приходится учиться и просчитывать что-то наперед. В этом тоже своеобразный экзамен. А для кого-то из вас, может быть, это период отпуска, да, когда вы не ставите перед собой грандиозных задач. Но тогда я могу допустить, что вот какие-то разочарования, может быть, вы отдохнули лучше, и уставшие люди делают ошибки. А теперь после отдыха это в вас происходит такая перезагрузка, когда уже приходят позитивные мысли, и вам легче отпустить какую-то очень неприятную, но жизненно важную историю, когда вам это было очень сложно преодолеть или свыкнуться с этой мыслью. Тогда вы прошлое оставляете в прошлом и сдаете все равно. Невольно, может быть, мои дорогие козероги, вот этот жизненный экзамен. В любом случае, вам отсюда только вперед. Перекладывайте на себя, и я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.